Привет, друзья рыбаки! С вами Тимур Билан, и вы на моем личном канале. И сегодня мы обсудим мои 3 лучших приманки для ловли щуки летом. Не переключаемся, впереди очень много интересного контента, поэтому начнем. Лето, как мы знаем, рыба очень капризная, все-таки клюет она в определенные моменты, или рано утром, или вечером. Но к рыбе можно найти ключик, и в принципе за много лет практики я подобрал много разных тем для ловли щуки, но как заметил, с каждым годом тенденции меняются, и приходят новые какие-то технологии, новые приманки, и с ними приходится работать, потому что рыболовный спорт заставляет это делать. Но сегодня для себя я определил 3 лучших приманки для ловли щуки, и начну с 3-го места. Это приманка Chatterbait. Друзья, Chatterbait, для многих это будет что-то новенькое. Это вот такие вот приманочки, которые имеют большой такой впереди лепесток, лопасть такую, имеют мохнатую вот такую вот джиг-головку. И мы одеваем сюда приманку. Приманки мы применяем всевозможные, это могут быть виброхвосты или слаги. Но фишка данной приманки в том, что эта лопасть, которая идет впереди этой джиг-головки, она дает очень сильные колебания в воде. Даже при проводке вы их ощущаете удилищем, эта вибрация очень мощно передается в бланк удилища. А представьте, что происходит под водой. Рыба, которая стоит в пассивном состоянии, она очень сильно реагирует на эти колебания, и она выходит на них. Плюсы большие в том, что эта лопатка также дает определенные блики в воде, тем самым привлекает рыбу с дальней дистанции. Огромный плюс — это мохнатая джиг-головка. Многим полюбилась эта тема, особенно летом, когда щука пассивная, и когда мы создаем такие, знаете, деликатные подачи с паузами. Эта мохнатка, так называемая, она начинает открываться, создает дополнительный объем в воде, в принципе создает и дополнительно паузу. То есть если мы работаем с ступенькой, все-таки юбка это, она дает все-таки сопротивление, и на падении приманка чуть дольше зависает. Это также огромный плюс этой оснастки, именно этого монтажа чаттербейта. Применяем на нем, как я сказал, приманки активные и пассивные, но очень важно применять их более прогонистой формы, то есть не брать огромные какие-нибудь твистера или огромные объемные виброхвосты, потому что вот эта вот вся задумка, которая идет впереди, лопатка, она сбивается, если мы используем более крупные приманки. А нам нужно добиться того, чтобы шли очень сильные колебания в воде. Ну а как ее применять? Применять ее очень просто. Можно ловить ей как равномерной проводкой, классической, в средних слоях воды, в придонном слое и сверху. Но также можно ее применять, и в принципе я рекомендую ее применять именно ступенькой. То есть кладем приманку на дно, подрываем ее, делаем 2-3 оборота катушки, даем паузу, ну если в месте ловли глубина большая. Лично я использую ее таким образом: кладу на дно, делаю подброс приманки, делаю 6-7 оборотов катушки и даю паузу. Именно вот колебания как раз заставляют щуку выйти на приманку, а когда мы делаем сбой, как раз таки и происходят поклевки в момент сбоя приманки. Что касается весов, веса применяю с берега от 8 до 16 грамм, в зависимости от того, где стоит щука. В данном случае я рыбачу на своем тренировочном полигоне, озеро средняя, глубина в среднем 2-3 метра, поэтому 8-10 грамм будет оптимально для этой ловли. Но применяю эту приманку на ближней и средней дистанции. То есть с дальней дистанции как-то не удалось у меня с ней сработаться. Но вот когда щучка стоит близко, очень хорошо подавать приманку. И в чем плюс ее: она не сильно идет ко дну. То есть за счет лопасти
даже при очень медленной проводке приманка поднимается выше. То есть ее, в чем плюс, ее можно вести очень-очень медленно, в отличие от классической джиголовки с приманкой. Лопатка дает это сопротивление и приманку начинает выносить вверх. В этом плюс огромный. То есть если щука очень пассивная, именно вот чаттербейт приходит на помощь, когда нужно подать, ну, очень-очень медленно, особенно, вот знаете, когда на грани остановки мы ведем приманку, но приманка не пашет дно, она идет как раз-таки в нужном горизонте, где стоит щука. Друзья, поэтому чаттербейт в моей коробке сейчас лежит и не пылится, он работает и собирает активно рыбу. Берите на вооружение эту приманку. Второе место моего хит-парада — это старая моя классика. Это ловля на виброхвосты. На виброхвосты феты, так называемые, объемные приманки с большой мясистой пяткой. Эта щука обожает. Ну и в принципе я вот уже очень-очень много лет не меняю вообще эту приманку на какие-то другие типы виброхвостов или вообще в принципе резины. Применяю феты как на джиголовках, так и на двойниках. Ну, в принципе, ну, мне больше полюбилась все-таки тема, это ловля на джиголовке, потому что все-таки на джиголовке именно игра пятки открывается в полной мере, и именно идет акцент игры именно в пятку. В чем плюс? Это, конечно же, эти колебания, то, что нужно рыбе именно летом, когда она стоит, пассивная, жара, и вот медленная подача равномерная у дна со сбоями приносит результаты. Потому что ни одна приманка не дает такой игры, как виброхвост фет. По цветам, что можно сказать по цветам? Применяю их как в ярких расцветках, если хочу быстро по площадям найти активную рыбу. Но чаще, как показывает практика, приходится использовать темные цвета, натуральные. Это темное болото, фиолет, ультрафиолет, машинное масло. Летом это number one. 95% рыбы я ловлю именно на темные расцветки приманок. По весам очень важно это легкие веса. Джиголовки с длинным цевьем крючка, но очень легкие головки, потому что фишка именно этих фетов в медленных равномерных проводках. И именно легкая головка, объемное мясистое тело в воде создает именно тот кормовой объект умирающий, который подбирает щука. Потому что щука, как мы знаем, это рыба-падальщик. Она зачастую не охотится за нормальной здоровой добычей. Она подбирает ту рыбу, которая уже в каких-то конвульсиях двигается или подбитая, или вообще в принципе она подбирает какую-то мертвую рыбу со дна. Поэтому легкая головка и очень медленная проводка. Но скажу так, как и с чаттербейтом, это не всегда работает. Лучше всего применять со сбоями. Моя тема номер один — это кладем приманку на дно, удилище поднимаем под 45 градусов, делаем легкий подброс приманки со дна и делаем 6-7 медленных оборотов катушки. И в принципе этого достаточно. Почему мы делаем короткий подброс приманки со дна? Это также я хотел подметить, потому что когда приманка падает на дно, она ложится, может лечь крючком на дно, зацепить какую-то травку. За счет резкого подброса приманки приманка взлетает со дна, а не пашет дно, и идет дальше равномерно. Потому что если вы зацепите небольшую травку и начнете ступеньку вести просто со дна равномеркой без подброса, приманка зацепит какую-нибудь траву и будет просто плыть с травой. И это все-таки спугнет щуку, которая стоит рядом. И по размерам приманок, какой применять размер универсальный. В принципе, когда щучка небольшая, я применяю размер 2,8. Это ходовой размер, это такой, можно сказать, больше спортивный вариант
приманки, это когда нужно, это, наверное, подойдет совет для спортсменов, когда нужно доловить щуку на турнире щучьем. Можно поставить легкую головку, там 2-3 грамма, ну максимум 5 грамм, поставить фэт 2,8 виброхвост и подавать его вот на средней и ближней дистанции, очень медленно вращая катушку, собрать ту несговорчивую рыбу. Да и в принципе на крупных моделях, вот таких вот 4,3 дюйма, это максимум, который я применяю с берега, я использую головку 5 грамм, то есть это потолок. За счет веса приманки, в принципе, приманка летит очень далеко, и мы собираем, в принципе, всю рыбу в округе. И подытожим, лучше применять эти приманки, феты, на джиголовках. Как-то раньше я применял их на двойниках, но все-таки заметил, что игра приманки меняется, и это не нравится рыбе. Когда рыба активная, да, на двойнике можно ловить рыбу без проблем. И, в принципе, реализация будет лучше. Это единственный плюс, что при ловле на двойники реализация почти стопроцентная. На динарнике сходы есть, но тут уже как бы с опытом приходит, вы уже знаете, как работать с рыбой, и на джиголовке у меня рыба не уходит. Ну что, внимание, первое место моего и, в принципе, нашего хит-парада с братом — это приманка Tail Spinner. Друзья, Tail Spinner, вы уже знаете, вы уже видели, что эта приманка у нас одна из лучших, и у нас есть на канале «Рыбалка с братьями Билан» пару классных видео о том, как на эту приманку ловить, топ-5 проводок на Jig Spinner, Tail Spinner. И знаете, вот сейчас, в этом году, это номер один приманка. Мы ловим сейчас щуку. И вот, наверное, процентов 70 рыбы влетает на Tail Spinner. В чем его плюс? Отойду немножко назад. Моя, кстати, самая первая щука и щука моего брата была поймана именно на вращающуюся блесну, на вертушку, в далеком 2001 году. И нам полюбилась эта приманка, но как-то, знаете, вот стереотипы появились из-за рыболовного спорта, что вертушка отошла на там 4-5 план. Как-то мы от нее отошли, перестали на нее ловить, потому что в рыболовном спорте большой прессинг, и рыбу быстро накалывают. И часто на ближней и средней дистанции рыбы уже не остается. И приходится долбить дальнюю дистанцию, доставать до той рыбы, которую не накололи. И вертушка, она все-таки в спорте рыболовном не полюбилась многим. Это только в начале туров, когда рыба еще активная, можно вертушкой пособирать рыбу. Но в чем плюс тейлспиннера? Вот сейчас на водоеме зачастую щука стоит очень далеко. Многие рыбаки просто не достают до нее. Они бросают на 30-40 метров максимум, периодически что-то ловят. Но на дальней дистанции стоит активная рыба. Но эта активная рыба не реагирует на резину. Она реагирует на лепесток. В принципе, это, грубо говоря, вертушка. Но вертушку классическую мы уже не можем забросить очень далеко. А Jig Spinner позволяет работать по площадям, забрасывать его на дальней дистанции. И, в принципе, мы работаем здесь на дистанции 50 плюс метров, там 60 метров. Просто используем более тяжелые модели тейлспиннеров. И в чем его плюс? В том, что это вертушка, которая работает на дальней дистанции. Отличные колебания, отличные блики на дне. Рыба, которая там стоит, она без раздумий атакует эту приманку, в отличие от силиконовых приманок. По проводкам мы работаем как джиговыми проводками, так и работаем равномерными проводками. В отличие от вертушки, в чем плюс?
в том, что приманка не сбивается. То есть вы можете ее ложить на дно, она на падении играет. Вы можете ее вести очень медленно, без проблем. Вертушку нужно завести, ее нужно вести с определенной скоростью. С тейлспиннером такой проблемы нет. В принципе, я считаю, что эта приманка зайдет как и новичкам, так и профессионалам, а также и спортсменам. Берите на вооружение. Ну и какой-нибудь лайфхак. Наверное, есть лайфхак. Это если вы работаете на водоеме, где очень много травы или есть какие-то, какой-то мусор на дне, какие-то ветки, какая-то тина, используйте джиг-спиннер с двойником. То есть вы снимаете колечко заводное с тройничком и одеваете сюда двойник, чтобы вот он, если мы кладем на дно приманку, двойник крючками упирался в тело самой приманки и крючки не цепляли дно. Таким образом можно делать очень такие пассивные проводки по дну, так называемые чиркающие проводки по дну. Пару лет тому назад это приносило огромный успех, именно когда щука не клевала полностью. Ну, это даже не касается только щуки, это окунь, сом, судак. Когда нужно было вести приманку, цепляя дно, то есть постоянно в контакте с дном. Зацепили дно, чуть сорвали, опять ведем, замедляемся, чиркаем дно, но при этом приманка не сбивается с игры, она постоянно играет и ваши крючки не цепляют дно. Да, реализация хуже, но вот буквально позавчера я поймал щуку на монтаж с двойником, в принципе, без проблем. Реализация была отличная, то есть шансов на сход не было. Это один из лайфхаков. Ну и вообще, в принципе, все-таки, как вы заметили, эти три приманки я акцент сделал на проводку. Это проводка ступенька, классика, ступенька. Это, вот знаете, никакой стереотип, это реально работает. Эти сбои когда мы работаем с приманкой, создаем определенные сбои, это провоцирует рыбу на поклевку. Я даже, кстати, хотел сказать, что когда мы ведем приманку, мы не знаем, что происходит под водой. Возможно, щука идет и провожает приманку. Многие даже видели, как приманку щука провожает до самого берега. Но как только вы создадите какой-то сбой, вот так, знаете, поиграете с ней как с кошкой, она сразу активизируется и сразу атакует приманку. Да, согласны? И то же самое происходит на дальней дистанции. Представьте, что там стоит щука. Сделайте так, чтобы она атаковала приманку. Не обязательно делать классическую ступеньку. Можно делать равномерную проводку, но во время проводки делать какие-то двойные подбросы. Это тоже работает. Но обязательно ложите приманку на дно. Подытожим. Чаттербейт, виброхвост фэт и тейлспиннер. Друзья, это мой хит-парад. Это 3 лучших приманки, по моему мнению, летом. Пробуйте, друзья, ловите. Желаю вам ни хвоста, ни чешуи. С вами Тимур Билан. Подписываемся на мой канал, пишем комментарии. Кстати, делитесь своим топом приманок на лето. Именно на лето, потому что это будет актуально сейчас для меня и для моих подписчиков. И оставайтесь всегда со мной. До новых встреч на водоемах. Всем пока.